Всего в странах Балтии в 2024 году действовало 2196 предприятий машиностроительного профиля, на которых работало почти 70 тысяч человек. Суммарный экспорт товаров машиностроения из Эстонии, Латвии и Литвы без реэкспорта в 2024 году превысил 9 миллиардов евро. Хотите знать больше? Смотрите дальше. Здравствуйте! Вы на канале Андрея Дебенкова «Реальная Балтия» о том, как на самом деле живут и развиваются Эстония, Латвия и Литва, без мифов российско-белорусской пропаганды. А один из главных вымыслов о нас – якобы упадок промышленности в постсоветский период, тотальная деиндустриализация региона. Поэтому с лета прошлого года на канале выходит большой сериал о нашей обрабатывающей промышленности, которая на самом деле давно уже и по объемам производства, и по качественному содержанию превзошла советский уровень. В конце июля вышло первое видео. В нем я рассказал, какой была индустрия в конце советского периода, через какие потрясения она прошла в 90-е после открытия мировому рынку и к каким результатам пришла сегодня. Тогда разговор шел в основном на уровне общей статистики. Затем последовали отраслевые выпуски с конкретными примерами предприятий в Эстонии, Латвии и Литве. Серия оказалась заметно больше, чем я планировал изначально. В прошлом году вышли обзоры пищевой промышленности, легкой промышленности и стройматериалов, 2 серии о лесообработке и еще 2 о химической отрасли. В начале нового 2026 года я выложил на канале 6-й выпуск, который посвящен металлургии и металлообработке стран Балтии. Все они собраны в одном плейлисте, ссылку найдете в описании. И вот пришла пора 7-й темы – машиностроения. Это, по сути, ключевая отрасль промышленности, которая, помимо прочего, создает все то, на чем держится современная экономика – машины и оборудование, транспортные средства, электронику. Вопреки глупостям российско-белорусской мифологии, в странах Балтии машиностроение – сильнейшая отрасль, даже для поверхностного обзора которой мне понадобились 3 насыщенные примерами части. Как обычно, спонсоры проекта, большое спасибо за поддержку, друзья, получили ранний доступ. Старшие уровни смогли уже посмотреть все 3 серии сразу. Для остальных первая часть поступила в открытый доступ сегодня. 2 и 3 будут показаны с традиционным интервалом в 2 недели. Итак, введение в тему. У машиностроения в странах Балтии есть важная ловушка. Внешне это одна отрасль, но по сути 3 разных мира, и каждый дает победителя в своей номинации. Пока их не разделишь, любой спор о том, кто сильнее, лишен смысла. Сразу фиксирую рамку. Здесь машиностроение – это статистические коды Евростата NACE от C26 до C30 включительно. Металлообработка C25, которую часто объединяют с машиностроением, отдельно была представлена в предыдущем выпуске. Логично начать с классики жанра C28 – общее машиностроение, производство машин и оборудования. Это тот сегмент, который люди обычно и представляют, когда слышат слово машиностроение. Однако таблица по C28 нужна, чтобы правильно настроить ожидания. В Балтии это важный, но не главный двигатель. В 2024 году оборот C28 составил около 700 миллионов евро в Эстонии и Литве и свыше 300 миллионов в Латвии. А по созданной в стране добавленной стоимости уже в 2023, более свежих данных у Евростата пока нет, Литва впереди – 300 миллионов евро. У Эстонии немногим более 200 миллионов, все равно лидирует в пересчете на душу населения, в Латвии 120 миллионов. Иными словами, классическое машиностроение есть у всех, но оно не объясняет, почему машиностроение вообще стало крупнейшим индустриальным блоком региона. Переход простой. Если не C28 дает основной объем, значит главный вес сидит в другом месте. И он проявляется у регионов C29 плюс C30 – транспортные средства. Многие наверняка знают, что у нас неплохо развито судостроение и судоремонт. Но то, что во всех 3 странах есть множество предприятий автотранспортного сектора, станет сюрпризом даже для значительной части этих знатоков. Впрочем, детали будут позже. Сейчас общие цифры. И вот здесь история резко меняется. Литва лидирует не потому, что она больше, а потому, что в транспорте у нее реально крупный промышленный пласт. В 2024 году в транспортном машиностроении в Литве было занято 15 тысяч человек против неполных 5 тысяч в Эстонии и 4 тысяч в Латвии. По обороту разрыв тоже огромен. 1,8 миллиарда евро в Литве против менее 800 миллионов у Эстонии и неполного полумиллиарда у Латвии.
По созданной добавленной стоимости Литва снова впереди. Без малого 500 миллиарда в 2023 году, тогда как у Латвии всего 200 миллионов, а у Эстонии, считай, 190. Это тот случай, когда в пересчете на душу при сравнении уже не спасает. Транспортный сегмент у Литвы просто на другом уровне. Но на этом победители не заканчиваются, потому что есть еще третий мир. Сегмент, который делает Эстонию по-настоящему машиностроительной экономикой. Си-27 плюс Си-26. Электротехника и радиоэлектроника – самая современная часть машиностроения, и именно она сильнее всего встраивает Балтию в европейские цепочки поставок. Здесь важно не только сколько людей, но и насколько сегмент держит структуру промышленности. По обороту этот блок крупнейший в 2024 году – 2,4 миллиарда евро в Эстонии, 1,9 миллиарда в Литве и 1,1 миллиарда в Латвии. По добавленной стоимости лидирует Литва, свыше 700 миллионов евро. Но Эстония совсем рядом, без малого 600 миллионов. А вот Латвия заметно ниже, менее 400 миллионов. И ключевой показатель – доля в обрабатывающей промышленности. Свыше 13% в Эстонии против 9% в Латвии и менее 7% в Литве. Вот почему по структуре именно Эстония выглядит наиболее машиностроительной. Электротехническое электронное ядро у нее занимает особенно большое место. Теперь собираем пазл. Общие показатели Си-26, Си-30. В 2024 году в секторе машиностроения было занято 21 тысяча человек в Эстонии, 14,5 тысяч в Латвии и почти 34,5 тысячи в Литве. Оборот 3,9 миллиарда евро в Эстонии, 1,9 миллиарда в Латвии и 4,4 миллиарда в Литве. По созданной в стране добавленной стоимости в 2023 Литва впереди – 1,5 миллиарда евро, за ней идет Эстония – миллиард, замыкает тройку Латвия, немногим более 700 миллионов. Однако в пересчете на душу населения с большим отрывом лидирует Эстония, традиционно слабее всего позиция у Латвии. И по структурному весу в промышленности несомненный лидер Эстония. Машиностроение дает без малого 23% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. У Латвии немногим менее 17%, у Литвы почти 14%. Получается простая развязка. Литва берет масштабом, Эстония структурой и насыщенностью, а у Латвии, как ни крути, сектор развит заметно меньше и по абсолютным, и по относительным показателям. Наконец, переходим к экспорту, который демонстрирует, насколько сильно машиностроение стран Балтии встроено в мировой рынок. В 2024 году экспорт товарного контура машиностроения, статистические главы с 84 по 92 включительно, составил 6,5 миллиардов евро у Эстонии, 4,4 миллиарда у Латвии и 8,5 миллиардов у Литвы. Однако здесь очень высока роль реэкспорта, перепродажи чужих товаров. Чтобы убрать это искажение картины, смотрим на показатели вывоза собственной продукции стран Балтии. Правда, по Латвии удалось только выяснить, что в 2024 году реэкспорт в страны ЕС составил 47% от общего товарного экспорта, и я просто экстраполировал эту долю на весь объем. Получаем следующую картину. 3,9 миллиарда евро у Эстонии, оценочно 2,3 миллиарда у Латвии и 3,7 миллиарда у Литвы. Эстония и здесь закономерно безусловный победитель, особенно в пересчете на душу населения. Тем не менее, и у ее соседей весьма приличные экспортные потоки. То есть машиностроение в регионе, безусловно, экспортная отрасль. И еще один момент, чтобы не было лишних вопросов. Даже без реэкспорта экспорт и оборот не обязаны совпадать. Оборот – это продажа предприятий, которые статистика относит к Си-26, Си-30, а экспорт – товарный поток по главам 84-92. Он шире и включает товары, которые могут производиться или доводиться в других видах деятельности, например, в ремонте и установке оборудования. Это вообще отдельный NESI Си-33. Плюс экспорт считается по стоимости на границе, а внутриотраслевой оборот может фиксироваться по другим ценам. Поэтому экспорт может быть выше оборота – это не ошибка, а разные методики учета. Что ж, с общей картиной разобрались. Теперь перехожу к примерам наиболее крупных и интересных строительных предприятий. Изначально я хотел разделить выпуск на 3 части, строго по тем статистическим блокам, которые мы только что рассмотрели. Си-28, затем транспортные Си-29, Си-30 и, наконец, Си-26, Си-27, электроника и электротехника. Но на практике оказалось, что блок Си-26, Си-27 настолько обширен и богат яркими примерами, а Си-28, наоборот, заметно скромнее,
что третья серия по хронометражу получилась бы в несколько раз длиннее первой. Поэтому я перенес электротехническую промышленность Си-27 в первую серию. Тем более, что электротехника по своей природе близка общему машиностроению и в реальной промышленности тесно с ним переплетена. Так что сегодня все, что относится к общему машиностроению и электротехнике. Здесь меньше звездных брендов, чем в двух следующих сериях, но свои серьезные игроки в ключевых сегментах рынка есть, и их немало. Как ни странно, несмотря на то, что общее машиностроение в Латвии развито слабее, нежели у соседей, латвийских примеров крупных предприятий в этом секторе будет больше. Главная причина – они более медийны и проще отслеживаются. Но это не снижает интереса к ним. В прошлом выпуске, рассказывая о закрывшемся металлургическом предприятии Liepājas Metallurgs, я упомянул, что на его территории уже работают новые успешные предприятия, и обещал рассказать об одном наиболее примечательном. Настало время сдержать слово. И речь пойдет о дочке датской компании Caljan, которая действует в Liepāja как Caljan LSS SIA и уже выросла в крупное предприятие. Завод в Liepāja действует с 2006 года, а новая крупная производственная база на территории бывшего металлургического комбината была торжественно представлена в 2020. Компания производит телескопические ленточные конвейеры и другие решения для автоматизации погрузки и разгрузки рассыпных грузов, прежде всего посылок и коробок, в логистике и электронной коммерции. Это оборудование, которое ставят на воротах складов и сортировочных центров, ускоряя обработку потока и снижая ручной труд. По данным отраслевого каталога Maersk, среди типичных клиентов называются DHL, UPS, FedEx, Amazon, а рынки сбыта охватывают в основном ЕС и США. Важно, что Liepājская площадка – это не отверточная сборка, а полноценное машиностроение. Caljan LSS закрывает весь жизненный цикл продукта под одной крышей. Инженерная разработка и чертежи под конкретного заказчика, далее металлообработка, сварка, сборка, окраска, тестирование и интеграция в системы клиента. В 2024 году оборот Caljan LSS составил 37 миллионов евро, и это после падения почти на 30% к уровню 2023. Средняя численность персонала за 2024 год 240 человек, на 10% ниже уровня 2023. При этом в 2025 дела компании снова пошли в гору. Caljan LSS сообщала об удвоении выпуска и расширении штата до 255 работников. Сейчас будет рассказ о предприятии, которое, строго говоря, относится преимущественно к металлообработке, а о ней был сказ в предыдущем выпуске. Однако это та металлообработка, которая является настоящей базой машиностроения. Да и пример очень интересный, грех не показать. Дочернее предприятие датского промышленного холдинга Jensen Metal, LSS Jensen Metal SIA, работает в Liepāja с 2004 года и за 2 десятилетия стала одним из крупнейших работодателей и экспортных машиностроительно-металлообрабатывающих производств Liepājской свободной экономической зоны. По сути, это не одна номенклатура, а универсальный поставщик компонентов, узлов, механизмов и целых систем из нержавеющей стали и алюминия. Компания делает как серийные партии, так и единичные изделия под заказ, закрывая весь цикл – от инженерии и подготовки производства до изготовления, поверхностной обработки и финальной сборки. Такая модель особенно востребована у отраслей, где нужен пищевой уровень качества и гигиены, но портфель шире – промышленность в целом, строительство, сельское хозяйство и специализированные проекты. Производственная база в Liepāja быстро растет. У компании уже было порядка 27 тысяч квадратных метров площадей, а в 2024 году Jensen Metal инвестировала еще свыше 6 миллионов евро в дополнительный производственный корпус примерно на 6 тысяч квадратных метров. В 2024 году оборот Jensen Metal составил 49 миллионов евро, средняя численность персонала 407 человек. Экспортная ориентация практически тотальная. Клиенты в основном в Дании, Швейцарии, Германии и Нидерландах. Но вообще компания работает по всему миру, вплоть до Австралии и Китая. Ziegler Maschinenbauer. С 2025 года юрлицо переименованного SIA Ziegler – крупное машиностроительное предприятие в Даугавпилсе, работающее на стыке сельхозмашиностроения и контрактной металлообработки. Компания основана в 1997 году и давно встроена в международные производственные цепочки материнской структуры в Германии.
Помимо собственной линейки сельхозтехники, Ziegler берет заказы как подрядчик: сварные узлы, гибка, сборка, окраска, логистика. Собственная продукция – это прежде всего оборудование для уборки урожая. Рапсовые столы и боковые ножи, электрические и гидравлические, приставки, жатки для кукурузы и подсолнечника, пикап-системы для подбора волков, прицепы для транспортировки жаток, почвообрабатывающие культиваторы и прочее. В отраслевых справочниках компанию прямо описывают как большого международного производителя в сфере машиностроения и металлообработки, работающего на экспорт. Последние 2 года были очень неудачными для компании. Оборот упал на треть в 2023 и еще на 37% в 2024, до 21 миллионов евро. Тем не менее, по числу занятых, около 260 работников, это все еще крупное предприятие. Экспортная ориентация традиционно очень высокая. В отчетах за предыдущие годы указывалась доля экспорта свыше 97%, а среди ключевых рынков стабильно назывались Германия, Финляндия, Франция и Великобритания. Bucher Municipal, предприятие швейцарского концерна Bucher Industries, было основано в Вентспилсе в 2004 году. Выпускает коммунальную технику, прежде всего компактные подметально-уборочные коммунальные машины. Первоначально осуществлялся только монтаж компонентов – бочек, моторов, щеток и других деталей. Но со временем производственный процесс расширился и стал включать в себя сварку, металлообработку и обработку поверхности. Затем в 2015-2017 годах из Швейцарии и Великобритании в Латвию были перенесены сборочно-монтажные линии. И теперь в рамках полного производственного цикла от листа металла до готовой машины на Вентспилсском заводе производится 6 моделей коммунальных машин, которые экспортируются в 30 стран мира. В последние годы Bucher Municipal одновременно модернизирует производство и подчеркивает зеленую составляющую. В 2023 году на предприятии заработал солнечный парк мощностью 500 кВт, который должен покрывать до 20% годового потребления электроэнергии завода. Тогда же флагманская полностью электрическая уборочная машина Bucher CityCat VR50E получила 2 заметные международные награды – German Decision Award 2023 Gold и German Innovation Award 2023 Winner. Параллельно завод увеличил площади более чем на 5000 квадратных метров, а суммарная площадь комплекса превысила 21 тысячу квадратных метров. Это нужно для новых продуктов и повышения эффективности логистики внутри предприятия. В 2024 году оборот Bucher Municipal составил 78 миллионов евро. Численность персонала около 350 человек. Comfovent – крупнейший производитель вентиляционного и климатического оборудования в странах Балтии. Компания основана в 1997 году в Вильнюсе и развивает полный цикл – разработку, производство и дистрибуцию решений для вентиляции и рекуперации, а также широкий набор компонентов и автоматики. В продуктовую линейку, помимо установок обработки воздуха, входят элементы систем вентиляции, включая воздуховоды и их компоненты, и отдельное направление пожарно-дымовой защиты, огнезадерживающие и дымовые клапаны, огнестойкие воздуховоды и так далее. По мере развития Comfovent вырос в международную группу. Бренд объединяет 11 компаний в Литве и других странах Европы и в целом создает свыше 1000 рабочих мест. В 2018 году группа открыла завод в Риге, сфокусированный на разработке, тестировании и выпуске пожарной вентиляционной арматуры и аксессуаров. В самой Литве ключевая площадка находится в Вильнюсе, а второй завод площадью свыше 30 тысяч квадратных метров с 2022 года компания развивает в Кайшидорисе. В 2024 году выручка Comfovent в Литве составила 84 миллиона евро. 65% дали экспортные поставки. Число занятых в среднем в 2025 году 760 человек. Шведская промышленная группа AQ, в которой входит свыше полусотни предприятий в Европе, США, Индии и Китае, держит в Эстонии заметный промышленный куст, сразу 3 производственные компании. Это хороший пример того, как в регионе устроено невидимое машиностроение. Не бренды готовых машин, а кооперация и выпуск узлов и деталей для чужих изделий. Самая крупная площадка – AQ Laser Tool, на которой занято 230 работников. Профиль – контрактная, по чертежам самих заказчиков, металлообработка и производство деталей, в том числе для коммерческого транспорта, а также для оборудования вроде билетных и банковских автоматов, плюс металлоконструкции для ветроэнергетики. Компания стартовала в 2003 году, а затем группа наращивала мощности через покупки и интеграцию нескольких местных производств.
Нынче у предприятия 3 площадки в Эстонии, 10 тысяч квадратных метров под Пярну, 4 и 2,5 тысячи квадратных метров в Юре и Виимси под Таллином. В 2024 году оборот составил 41 миллионов евро, 95% дал экспорт, в основном в Швецию, Нидерланды и Францию. В 2022 году из AQ Laser Tool была вычленена часть мощностей в Пярну, которые стали компанией AQ Components Kodara. Это производство изделий и сборок из стали и алюминия для промышленности, в том числе для железнодорожной и энергетической отраслей, а также для более специальных заказов. Оборот в 2024 году составил почти 14 миллионов евро. 85% пришлось на экспорт, в основном в Швецию, Финляндию и Испанию. На конец 2025 года в фирме было занято 120 работников. И третий элемент. AQ Trafotec. Производственная площадка, которая возникла в 2011 году и позже вошла в AQ Group. Ее профиль – силовая электротехника тяжелого класса, реакторы, то есть большие силовые дроссели, устройства, которые успокаивают сеть, ограничивают токи и помогают фильтровать помехи на мощных подстанциях и в промышленности, сухие трансформаторы, электрические фильтры для средних и больших мощностей. У Trafotec 270 сотрудников. Оборот в 2024 году составил почти 40 миллионов евро. 90% дал экспорт, прежде всего в Финляндию. В сумме это свыше 600 рабочих мест на 3 предприятиях одной группы с суммарным оборотом в 95 миллионов евро, то есть заметный кусок эстонского компонентного машиностроения. По сути, AQ в Эстонии уже сама по себе тянет на отдельный кластер машиностроения и смежной промышленности. В регионе богатые традиции производства всевозможной электротехники, которые в постсоветскую эпоху только укрепились. Особенно сильны в этой сфере позиции у Эстонии. Упомянутая ранее компания AQ Trafotec лишь одна из многих и далеко не ведущая. Очевидный лидер – Harju Electric Group, международная биржевая промышленная группа с центром в Эстонии, штаб-квартира которой находится в Таллине, а головное предприятие в Кейла под Таллином. Развилась из основанного в 1968 году завода, ныне владеет 4 предприятиями в Эстонии, Литве, Финляндии и Швеции. Специализируется на решениях для распределения электроэнергии и электрификации. Группа проектирует, производит и монтирует оборудование и решения для энергосетевых компаний, промышленности, инфраструктуры, общественных и коммерческих зданий. Базовая деятельность – производство и продажа оборудования распределения и управления электроэнергией. Всего в группе на конец 2024 года был занят 821 сотрудник, 294 в Литве, 290 в Эстонии, 181 в Финляндии и 56 в Швеции. Консолидированная выручка Harju Electric Group по итогам 2024 года составила 175 миллионов евро. Ее структура по рынкам отражает экспортно ориентированную модель. Финляндия 38%, Швеция и Норвегия по 15%, Эстония 13%, прочие рынки 19%. Литовская дочка группы Harju Electric UAB находится в Поневежесе. Основной профиль – проектирование и сборка щитов и систем распределения электроэнергии и центров управления электродвигателями, включая решения для промышленности и морского сектора, с собственными испытаниями. В 2024 году выручка превысила 57 миллионов евро. Штат, как уже говорилось ранее, 294 работника. Экспортная ориентация еще выше, чем у группы в целом, все 100% продаж. Prysmian Group Baltics – крупный производитель и дистрибьютор силовых и телекоммуникационных кабелей и сопутствующих аксессуаров. Завод и штаб-квартира находятся в Кейла под Таллином. Как уже было сказано ранее, производство электрических кабелей в Кейла началось в 1968 году. После восстановления независимости с 1992 оно было оформлено как самостоятельное предприятие Кейла Кабель, частично принадлежавшее упоминавшейся ранее эстонской компании Harju Electric и финской Nokia Cable. После пары сделок в 2014 году полный контроль получила финская Prysmian Finland Oy. А с 2018 предприятие официально работает под брендом Prysmian Group Baltics и входит в международную Prysmian Group с центром в Милане, Италия. По профилю это кабельная промышленность на стыке энергетики и строительства.
Кейловский завод специализируется на силовых и монтажных кабелях, плюс компания продает в регионе продукцию других заводов группы – бренды Prysmian, Draco, General Cable и другие. В 2024 году выручка Prysmian Group Baltics превысила 174 миллиона евро. Около 80% традиционно пришлось на внешние рынки, в основном страны Евросоюза. Средняя численность персонала составила 168 человек. Канеско – производитель электротехнической продукции и машиностроительный субподрядчик. Компания родилась в 1992 году как небольшое производство в Таллине, всего 8 сотрудников, а по мере роста в 1998 основные мощности были сосредоточены в Койру, Ярвама. Сейчас Канеско работает на нескольких площадках. Койру, крупнейшая, там же заводы электродвигателей и электрокомпонентов, Пыльцева, расширение металлопроизводства с 2004 и Тюри-Аллику, современный завод электродвигателей, запущенный в 2019, там же часть производства электрокомпонентов. В отчетности по видам деятельности за 2024 год основная выручка приходится на производство электродвигателей и электромонтажной, кабельной, арматуры и аксессуаров. Меньшая доля на производство подъемного оборудования. Среди типовой номенклатуры – электродвигатели, электрические шкафы и щиты, элементы мостовых кранов, в том числе концевые тележки, пульты и панели управления, металлоизделия и силовые кабели для мостовых кранов. В 2024 году выручка Канеско от продаж составила почти 95 миллионов евро. Свыше 99% продукции традиционно ушло на экспорт, в основном в Финляндию, Германию и США. В том же 2024 году в компании было занято около 400 работников. ABB Estonia – ключевое подразделение международного гиганта ABB в странах Балтии. Компания работает в стране с 1992 года. Головной офис и основной промышленный узел расположены в Юре, под Таллином. Профиль эстонской ABB – электромашиностроение и силовая электротехника. На площадке в Юре ABB производит электрощиты, электродвигатели и генераторы, компоненты для электрических машин, частотные преобразователи, а также оборудование для возобновляемой энергетики. Там же находится сервисный центр по электродвигателям и частотникам. В истории завода заметное место занимают проекты по альтернативной энергетике. В 2011 году ABB открыла в Юре линию по выпуску инверторов и инженерный центр, а в 2016 расширила мощности под центральные инверторы. В 2025 году ABB объявила о запуске в Эстонии центра по сервису ветровых генераторов и ввела крупную линию по производству статоров, что подняло потолок выпускаемых статоров до 60 МВт против прежних 20 и существенно расширило возможности завода по крупным электромашинам. В 2024 году оборот ABB Estonia составил почти 83 миллиона евро, свыше 80% дал экспорт, в основном в Финляндию. Весомые доли пришлись также на Данию и Швейцарию. Средняя численность персонала в 2025 году около 750 человек. Если в Эстонии и Литве давно уже связи с Россией не имеют для промышленности особого значения, то в Латвии позиции восточного соседа до самого последнего времени сохранялись на относительно высоком уровне, что отразилось на печальной судьбе ряда предприятий. Сейчас будет как раз такой пример. Рижский электромашиностроительный завод Ригас Электромашинсбувис Рупница, сокращенно РЭР, с 1946 года занимается в основном производством и ремонтом электрооборудования для электропоездов, вагонов трамваев и метро, электропогрузчиков. Помимо транспортного профиля, предприятие развивает и смежные направления – зарядные станции для электротранспорта, решения для альтернативной энергетики, а также производственные сервисы полного цикла – металлообработка, литейка, намотка, пропитка, SMD-монтаж, ремонт. В начале 1990-х предприятие пережило немало сложностей, но выстояло. В 1998-м было приватизировано. После череды смен основных акционеров владельцем РЭР в 2021 году стала кипрская компания Majorstep Enterprises Limited, за которой стояли россияне. Это послужило причиной скандала после февраля 2022 года. Латвийские журналисты указывали, что завод связан с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, а попытки Латвии добиться их включения в санкционные списки ЕС, по сообщениям РИА Балтика, блокировала Венгрия. В 2025 году структура владения формально изменилась. Владельцами РЭР стали компании, зарегистрированные в Объединенных Эмиратах и на Кипре, но в документах по-прежнему фигурируют российские бенефициары.
РФ всегда сильно зависела от российского рынка, причем настолько, что в 2012 была даже принята новая стратегия, согласно которой доля РФ в портфеле заказов с 2016 не должна превышать 75%. Война в Украине и ухудшение отношений Европы с РФ закономерно ударили по РФ. Часть продукции компании, традиционно поставлявшейся в Россию, например, трансформаторы, подпала под санкции. По некоторым данным, завод перенаправил поставки через третьи страны, но это усложняет логистику и снижает доходы. В 2024 году оборот упал к 2023 на треть и составил всего 33 миллиона евро. Штат работников за это же время сократился на добрую сотню до 610, и будущее у них туманно. AE партнер Liepājas Speciālais Ekonomiskās zonas SIA – крупная производственная компания в Лиепайской свободной экономической зоне, работающая в сегменте промышленной автоматизации и электротехники, проектирования и сборка электрощитов и шкафов управления и распределения, а также изготовления металлических шкафов, контейнеров и так называемых e-houses – модульных контейнерах электропомещений. Зарегистрирована в 2003 году, входит в датскую международную группу Danish AE Partner Group. Оборот в 2024 году превысил 74 миллиона евро. Штат превышает 540 сотрудников. Производство ориентировано преимущественно на внешние рынки, в основном на страны Северной Европы. Artilux NMF – крупное литовско-шведское предприятие контрактного профиля на стыке металлообработки и сборки готовых изделий. Основано в 2002 году. Штаб-квартира и производственные мощности находятся в Шауляе. Это контрактный производитель, который работает по модели электротехника плюс механика. Основная специализация – выпуск электротехнических изделий и узлов по заказу клиентов, а металлообработка и литье пластмасс используются как собственная база для корпусов и комплектующих, чтобы выдавать готовый продукт под ключ. По номенклатуре это широкий OEM EMS портфель. В описаниях компании фигурируют осветительные изделия для дома, небольшие электроприборы, умные гаджеты, электрощиты и предохранители и панели, почтовые ящики, а также различные промышленные металлоизделия. Ключевые цифры за 2024 год. Оборот без малого 30 миллионов евро, среднее число работников более 430. На экспорт уходит порядка 90% продукции, в основном в страны ЕС. Первая часть выпуска о разваленном, если верить российско-белорусской пропаганде, машиностроении стран Балтии подошла к концу. Впереди вас ждет вторая серия, в которой я расскажу о предприятиях транспортного машиностроения. А оно, как я уже говорил во введении, в регионе представлено большим количеством самых разных предприятий. Там уже несколько настоящих звезд индустрии международного масштаба. До скорой встречи!